Что скрывает мужчина? Как вы думаете, что ваш мужчина от вас скрывает? Я вам даю стопроцентную гарантию, что все то, что я буду сейчас рассказывать, наверняка, может быть, и в общей массе относится к вашему мужчине, а может быть, выборочно. И вы даже представить себе не можете, что у вашего мужика, который рядом лежит, спит сладенько, у него слюнка течет по щеке, а вы на него смотрите и думаете: солнышко мое ласковое. А у вашего солнышка в башке, такие мыслишки, что вы даже себе представить не можете. Поэтому давайте будете внимательно записывать все, запоминать, а потом можете даже обсудить со своими подругами, ну и, конечно, здесь в комментариях. Знали ли вы об этом? И, возможно, у кого-то из тех, кто посмотрит это видео, есть тоже подозрение, что мужик что-то скрывает. Я знаю, что после этого видео мужчины будут мне писать, как обычно: зачем ты палишь хату? Ты палишь всех мужиков, да тебя скоро мужики поймают, оторвут тебе ноги. Тра-та-та-та-та. Смотрите и слушайте внимательно. Первое, что скрывает ваш мужчина от вас, большая часть мужчин, это свой настоящий истинный доход. Ну вот он приносит домой, например, 1050, 70, может 100, допустим. А на самом деле у него 120. Вопрос возникает: а куда он, сучок, тратит еще эти 20? Что он с ними делает? Тут, конечно, мыслишки могут разные в голову полезть. Может быть, в баню ходит, может быть, проституток снимает, а может быть, помогает второй семье, а может, у него любовница есть, а может быть, он увлекается наркотическими веществами, а может, он увлекся азартными играми. Я, конечно, не рекомендую вам после просмотра этого видео набрасываться на своего мужика со сковородкой горячей и говорить: падла, куда ты прячешь деньги, сколько ты зарабатываешь. Но я могу сказать, что аккуратненько, как-то вот даже с иронией и шуточкой можно намекнуть своему мужчине на то, что ты знаешь, любимый, мне кажется, что ты не все денежки приносишь домой. И это не говорит о том, что ваш мужчина должен быть подкаблучником и приносить с поклоном, отдавать вам зарплату. Знаете, как в Советском Союзе было. У некоторых семей так было принято. Вот мужчина приходит, получил зарплату, оставляет ее под этой книжкой какой-нибудь, либо в шкатулочку положит, а женщина там уже расходует эти деньги по своему усмотрению. Там все расписано: ЖКХ, продукты, одежда, отложить на отпуск, еще что-то. Ну и мужу выдает, значит. Ну, если вас так устраивает, пожалуйста. Но в любом случае, факт есть факт. Большая часть мужчин не договаривают своим женщинам о том, сколько они зарабатывают. Причины могут быть абсолютно разными. Может быть, кто-то боится, что женщина скажет: а давай мы в этом месяце не купим. И мужчина думает: чтобы не услышать эту фразу, лучше я скажу, что вот в этом месяце не очень месяц. И как-то спокойнее. А это на черный день. Поэтому это не говорит о том, что ваш мужчина вас не любит. Причины могут быть разными. Да, возможно, он жлоб, а может быть, он просто прагматичен и откладывает денежки на черный день. Второе, что скрывает от вас ваш мужчина, это то, что он такой лошок-неудачник. Все мужчины, какими бы мы сильными ни были, иногда проживаем периоды ложков и неудачников. Когда мы сталкиваемся с ситуацией, с которой не можем справиться, но, нахмурив брови, вытаращив глаза, делаем умный вид просто такой, в голове просто сквозняк. Главное сделать вот так. Солнышко. У меня сейчас столько вопросов накопилось. А там, правда, ветер в голове. Он не знает, как решить вопрос. И я таким тоже бываю. Это не зазорно, это нормально, когда ты понимаешь, что ты не справляешься с какой-то задачей, но об этом ты никогда не скажешь своей женщине. Потому что признаться ей в том, что ты лох, это значит вызвать на себя тяжелую артиллерию. Женская психология уникальна. Когда женщина видит, что ее мужик не справляется с какой-то задачей, она начинает чувствовать себя тревожно и небезопасно. И для того, чтобы убедиться, что проблема не столь существенна, она начинает предлагать свою помощь, советы раздавать направо-налево, принимать участие в решении проблемы. То есть делает все, что угодно, чтобы ее решить. Естественным образом она уже немножко по-другому на своего мужчину смотрит. Уже не оценивает его как сильного авторитетного самца. И сама не понимает, почему она через неделю на его просьбу отвечает: что руки из жопы растут, возьми сам и сделай. Хотя до этого она в жизни себе такого не могла позволить. А казалось бы, маленький нюанс. Мужчина
показал своей женщине свою слабость. Поэтому очень часто мужчины скрывают от вас свои истинные проблемы и уходят в самостоятельное размышление. Это абсолютно нормально. Если вы увидели, что ваш мужчина задумчив, оставьте его в покое. Пусть думает дальше. Подсовывайте ему тарелки с котлетами. Когда ест, давайте компот. Третий пункт, о чем вам никогда не расскажет мужчина. Мужчина никогда ничего не делает просто так. Если вы думаете, что он приходит домой с цветами просто так, нет. Если вы думаете, что он приходит с деньгами домой просто так, нет. Если вы думаете, что он вам открывает дверь, накрывает вас одеялком, там, подносит вам туфельки ваши, интересуется, как прошел ваш день, это все не просто так. Мужчины это делают для того, чтобы обратить на себя внимание и услышать в свой адрес: какой ты у меня удивительный, какой ты у меня классный, ты самый лучший мужчина на свете. А женщина как раз таки может делать просто так. Женщине тоже важно, чтобы ее благодарили. Но если женщина каждый раз будет расстраиваться из-за того, что ее мужик встал из-за стола и забыл сказать ей спасибо, любимая, количество суицидов среди женщин повысилось. А вот если вы своему мужику не скажете спасибо за обед, он сядет, насыт в памперс. Понимаете? Он наденет его на себя и будет ссаться под себя от обиды. А все почему? Потому что вы что? Король картошку почистил грязную, яйцо пожарил, украсил, значит, натюрморт выложил там из этих мандарин. Правда, не геометрично, но выложил. И принес вам. А вы там глоточек сделали и круассан даже не доели. Да для него это вообще катастрофа. Поэтому это нормально, когда мужчина в основу своих действий вкладывает определенную потребность. И идет на контакт с женщиной, на ухаживание, на заботу. Вот мужчина делает подарок своей женщине. Вы думаете, он просто так делает? Да, он ее любит, но дарит подарок не просто так. Он что? Он хочет увидеть перед собой сказочного такого, знаете, тюленя. Чтобы она прыгала вокруг него там, вокруг этого подарка. Чтобы она упала в обморок. Он: Господи, Господи, да зачем же так-то? А? Это ж меньшее, что я могу для тебя сделать. А для него-то что? У него в этот момент как бы он чувствует, что яички становятся тяжелее. Все утолщается, удлиняется. Мужчины любят быть героями. И все поступки и действия исключительно ради этого. Ну, а, конечно, если вы спросите: зачем ты так, вот это же так дорого. Он же не скажет вам: это для того, чтобы ты сейчас здесь восхищалась. Ну, нет, вот, любимая, да все нормально. Мне для тебя ничего не жалко. И здесь есть очень важная проблема. Очень многие женщины думают, что если мужчина что-то делает для нее, заботится, ухаживает, дарит ей подарки, она ему что-то должна в ответ сделать. Прям вот алаверды. Херак, он ей подарок, а она ему: так, секунду, что у меня есть тут? Конфетка. Будешь? Половинка конфетки. Нет, ну ерунда полнейшая. Женщина, вы просили его об этом? Вот если женщина приходит и говорит: любимый, или там: ты знаешь, мне очень надо, чтобы ты мне купил шубу. И вот мужчина покупает женщине шубу, скрипя зубами. Ладно, что ж мы теперь будем голодные ходить 3 недели, пока я не получу зарплату. И вот он скулит и покупает ей. И у нее, да, здесь еще как-то вполне уместно, что у нее возникает какое-то чувство вины перед ним. Что ж это он сейчас будет пешком теперь на работу ходить, денег на бензин у него не осталось. Ладно, что-нибудь придумаю. Но если это его личное желание, вы вообще ему ничего не должны. Это одна из существенных проблем в отношениях мужчины и женщины, когда вы входите в отношения, не понимая, как строить эти отношения. И даже уже находясь в них, тоже не знаете как. Я об этом очень подробно рассказываю на своем онлайн-курсе. Я такая одна удобная или уникальная. Это бесплатный продукт. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Ссылка находится в описании под этим видео. Я вам больше скажу. Девушки, которые проходят эту программу, а таких девушек уже знаете сколько? Больше 1 миллиона. Становятся счастливыми в отношениях с мужчинами, в отношениях с собой 100%. Почему? Потому что я там рассказываю об отличии психологии мужчины и женщины. Кто, зачем, для чего, почему и в каких ожиданиях приходят в отношения. Если вы хотите быть мастером отношений, пожалуйста, ко мне на бесплатную программу. 4-й очень интересный пункт, о чем вам врет ваш мужчина. Даже не врет, о чем он никогда не скажет вам. Ситуация. Пишет мне девушка: Марк, здравствуйте. У меня к вам очень интимный вопрос.
Дело в том, что я сегодня проснулась утром и как-то не обратила внимания, что мужа уже нет на кровати. Подошла к туалету, открыла дверь, как обычно, зайти. А он сидит и писает. Я говорю, что? Это он голубой? Я говорю, в смысле голубой? Мужчины же писать не сидя не писают. И действительно, многие мужчины заходят в туалет, садятся на унитаз и писают. С точки зрения стопроцентного испражнения и опустошения мочевого пузыря, да и вообще не обоссать крышку унитаза, это вполне разумно и уместно. Но многие мужчины никогда об этом не расскажут. Потому что неудобно. Зачем? Или даже просто неудобно, а что объяснять? Я представляю, меня женщина моя спрашивает, любимая, почему ты писаешь сидя? Что я должен ей ответить? Мне так нравится, мне, не знаю, если я люблю посидеть на унитазе, а стоя не посидишь. Да, надо сесть пописал, подумать, чтобы все пришло в порядок. Поэтому, можете, кстати, спросить у своего мужчины, он писает сидя или нет. Напишите в комментариях об этом, девчонки. Чьи мужики писают сидя. Очень интересно. Может, здесь таких сидя сущих большая часть. А мы знать и не знаем. 5-й пункт, очень интересный, о чем вам не расскажет ваш мужчина. Он тоже относится к таким ванным комнатам. Так это то, как мужчина моется. Дело в том, что миллионы мужчин используют очень знакомую технику мытья и приведения себя в порядок перед выходом из дома. Выглядит это приблизительно так. Мыло или гель для душа, нагнулся над ванной, в лучшем случае лицо, кстати, по статистике более 60% мужчин вообще никогда не умывают лицо. Все, что стекло отсюда и отсюда, попало на ноги, помыло ноги. Обтерся и ушел. Я вас уверяю, что ваш мужчина хоть раз в жизни, так мылся. Спросите у него. Он не признается, конечно, возможно, постесняется. Или понаблюдайте, если есть щель какая-то в дверную скважину, в замочную, посмотрите в ванную, как он намывается. Я честно признаюсь, у меня было такое. Не один раз. Когда ты понимаешь, что у тебя нет просто сейчас времени залезать, все на тебя течет. Особенно, когда я раньше лысый еще был, давно. Это давно было. У меня волос на голове не было. Они у меня были, просто я их убирал оттуда. И голову причесываться не надо. Руки намочил, пыль снял с головы, раз, два, три, и улетел. Так что, знаете, ваши мужики вам об этом просто не рассказывают. 6-й очень важный пункт. Многие мужчины сумасшедшие ревнивцы, но при этом никогда вам об этом не скажут и не покажут. Его внутри будет распирать, всего раздирать. Он будет нервничать, психовать, нервно курить, пить успокоительные таблетки, делать вид, что с ним все в порядке, будет идти в спортзал, тягать какие-то гантели, штанги, драться, спарринговаться, но никогда своей женщине не скажет, что он ее ревнует. Такие мужчины, как правило, очень часто прикрывают ревность заботой. Они в моменты, когда у них возникают какие-то припадки ревности, становятся очень заботливыми. Они стараются отвлечь внимание женщины от ее мыслей, как ему кажется, может, она о ком-то думает, на кого-то смотрит. Надо быстро ее захомутать. У меня был такой парень знакомый, не мой парень, вообще парень знакомый. Он, встречался с девушкой. И постоянно приходил и говорит мне: Марк, прикинь, не знаю, что делать, что-то накручиваю себя, такие мысли в голову дурные лезут. А мы просто с ним работали вместе в одном заведении. Там очень много приходило богатых людей, мужчины богатые, молодые, не очень молодые. И обращали внимание на его девушку, заигрывали, чаевые хорошие оставляли. И его прям заворачивало. И он не знал, как обратить на себя внимание. У него был список желаний его девушки.
Все, о чем она мечтает. И он тут же по этому списку бежал, там, и нес ей любимые конфеты, любимые напитки, там, любимую заколку, расческу, о которой она мечтала много лет. И он расческу ей приносит. Он говорит: ой, дорогой, так приятно. Он раз вроде бы подуспокоился. Потом опять приступ ревности. Он опять бежит там собирать какие-то жемчуга и бижутерию. Поэтому знайте, что нет неревнивых мужчин. Это все полнейшая чушь, что мужчины не ревнуют. Еще как ревнуют. Просто многие мужчины этого не показывают и более осознанно подходят к вопросам ревности, и тем более проявлению ревности. 7 пункт. Вы приготовили своему мужчине ужин. Он сидит и говорит: очень вкусно, любимая, да, очень вкусно. А на самом деле не очень вкусно. Ну, так часто бывает, когда женщина приготовит еду. Ну, как бы, если вот ее можно жевать, и она не вызывает рвотного рефлекса, он будет ее есть. И какая разница, скажу я вкусно, невкусно? Ну, скажу, что вкусно, чтобы сейчас вообще заморочек никаких не было. Потому что если скажу, что невкусно, испорченный вечер. Секса не будет, спать буду в соседней комнате. И выслушаю лекцию: найди себе ту, которая тебе приготовит нормальную еду. Не нравится, найми себе кухарку. Не нравится кухарка, иди в ресторан. Лучше я скажу, что это моя мачка. Моя даже так не готовит, как ты. Это борщ, это суп. О, салатик, макарошки, котлеточки какие, а? Проще так, чем вот это объяснять женщине. Потому что мужчина, у нас у нас же сценарий обработки информации немножко иной. И ты уже наперед продумываешь несколько шагов. Как бы думаешь, что сейчас тебя ждет в этот момент. Кастрация, там, я не знаю, тебя заставят фарш сырой жрать там, из прошлой недели, который остался на котлеты уже с плесенью, там, завонявшейся запарышами. Что-то произойдет. И вот чтобы избежать такого, лучше я скажу, что вкусно. Поэтому знайте, что... Нет, возможно, вы и вкусно приготовили, но бывает даже у тех, кто готовит вкусно, как у меня, знаете, вот были прошлые выходные, позапрошлые, приехали там и родственники приехали, друзья, и как бы, ну, я себя считаю мега-супер крутым поваром в рамках своих там домашних знаний, да. И я там пошел готовить свой плов профессиональный, там рыбу коптить, значит. И я всегда знаю, что я это сделаю вкусно. И тут мне приносят какую-то соль крупную, значит, которой я вообще никогда не пользовался. А рядом еще дети бегают. И я там раз подсолил, кто-то из детей подбежал, помог мне. Они до этого подходили и говорят: дядя Марк, можно мы поможем вам посолить? И, видимо, пока я не видел, там каждый поподсолил понемножку туда-туда, кто на рыбу, кто в плов. Сели за стол. Я плов в рот, соль, рыбу, соль. Смотрю на людей за столом, все едят и молчат. Один только мой тесть сказал: Марк, что-то рыбка солоновата. Я когда попробовал, чуть не обомлел. Поэтому и у всех так бывает. И знаете, что ваш мужчина обязательно вам не договаривает, когда вы готовите что-то невкусное, и говорит вам, что это вкусно. Вы, кстати, можете спросить: а если здесь есть мужчины, а я знаю, что здесь есть мужчины, напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто вы женщине своей говорите, что обалдеть, а на самом деле жрать невозможно. 8 пункт. Мужчины очень часто не признаются женщинам в том, что разговоры с женщиной их просто выбешивают. Вот он смотрит на вас, а в голове расчленяет. Он хочет вас просто сжечь на костре. Потому что вы... Ему не надо так. Понимаете? Вот у нас потребность в количестве слов, которые мы должны выговорить, отличается от вашей. У вас там 15-20 тысяч, у нас 5-7. И у нас один речевой центр в левом полушарии находится, который обрабатывает информацию, выдает информацию. А у вас сразу в 2, блин. Аж обидно становится, понимаете? И вы целый день сидели, молчали. Он целый день работал, где-то ходил, выговорил все, вы накопили все, и давайте на него там, значит. А ты знаешь, а я вот видела, короче, как ты думаешь? А вот смотри, а давай посмотрим, давай спланируем. А я выбрала себе такие штуки. Просто. Он мечтает, когда к вам в гости придут подруги. Он мечтает, чтобы ты какой-то сериал посмотрела. А женщина начинает обижаться, думая, что вот он не уважает меня, не ценит, не любит, не хочет со мной разговаривать. Вы же понимаете, что мужчина и женщина — это совершенно разные создания. Вот даже на примере речевых центров.
Но не можем мы быть одинаковыми. Просто не получается. Вы помните, как раньше в древности жили люди? В древние времена. Женщины вообще со своими мужчинами разговаривали редко. Редко это не раз в год, но не по несколько часов в день. Были женские круги, были мужские круги. Мужчины там с мужиками целыми днями. Гыр-гыр-гыр. Работа, кузня, поле, пахота какая-то, рыбалка. И там война, например. Там не до разговоров. А у женщин: ты как думаешь, где твой? Там мой-то на поле, а мой рыбу ловит. Ты думаешь, свой много урожая в этом году соберет, а твой много наловит. И между собой. И женщина выговаривалась в женском окружении. И когда приходил муж домой, единственное, на что у нее хватало сил, это сказать: ну как ты? Все хорошо. И просто идиллия в семье. Сейчас немножко иначе. Люди, учитывая развитие и привязанность к гаджетам, телефонам, вообще прекращают в последнее время взаимодействовать друг с другом. Это одна из таких прям существенных проблем современных людей. То есть мы не идем в разговоры, мы пишем друг другу. Представляете? А потребность в живом общении присутствует генетически, эволюционно. А этого нет. Здесь переписка, там переписка, тут молчаливый взгляд на видео, там молчаливый взгляд на видео. Все, встречаетесь и начинается. И так мужчина по природе не свойственен к тому, чтобы такой объем информации выслушивать со стороны женщины. А тут еще вдвойне, получается, его пытаются к этому привлечь. Поэтому для того, чтобы осознать и понять разницу и природу, и красоту отношений мужчины и женщины, посмотреть, насколько мы разные, и вообще, как построить счастливые отношения, приходите на мой бесплатный курс. Ссылка в описании под этим видео. Из любой точки мира можно принимать участие. 9-й очень важный пункт. Спрашивает однажды женщина у своего мужчины: Гриша, скажи честно, ты дрочишь? Галя, ты что говоришь такое? Никогда. Я настоящий самец, я альфа-самец. Когда Галя не видит, с прикрытым глазом, понимаете, думает еще. Мне всегда у всех бывало, что скрывать. Мне кажется, нет такого мужика, который с серьезным лицом это делает. Я серьезный. Все мужчины это делают. Кто-то это делает хронически, прям конкретно хронически, когда уже зависимость от мастурбации, от самоудовлетворения. То есть по несколько раз в день, каждый день, еще под просмотром порно. Это катастрофа. Если нет там где-то раз грусть, тоска нашла и надо как-то избавиться от нее, ничего страшного. И у вас тоже бывает. А у женщин-то тоже зависимость возникает часто от самоудовлетворения. Особенно если у нас было видео даже про адаптивную мастурбацию, дезадаптивную. Поэтому знайте, что мужчина об этом вам просто не рассказывает. Отвечает нет, на самом деле да. Нет мужчин, которые этим не занимаются. И 10-й, очень важный пункт. Все мужчины смотрят на других женщин оценивающе. То есть нет мужчин, которые не смотрят на женщин. Если только у них нет проблем со зрением, он не будет смотреть. Все мужчины, которые видят, обращают внимание на женщин. И даже если вы будете спрашивать у мужчины своего: скажи честно, ты же смотришь на других женщин, тебе же могут нравиться другие женщины. И когда он вам говорит: нет, мне никто не нравится, кроме тебя, это все неправда. Он может вас любить, безусловно, но привлекать другие женщины его, конечно, могут. То есть он всегда будет смотреть оценивающе на другую женщину. Возможно, вы сейчас думаете: как это так? Так и вы тоже смотрите. Так самое интересное, мужчина, внимание, когда оценивают женщину, он ее увидел, какой бы она ни была шикарной и красивой, если у него есть любимая женщина, он про нее и забудет уже через 15 секунд. Она прошла, он ее увидел и забыл. Но если женщина начала разглядывать мужчину, присматриваться к нему, рассматривать детали, обувь, руки, ноги, внешность, машина, часы, глаза, уши, портфель какой там у него, немножко даже профантазировать уже успеет. А какой он, интересно, там, а какой он там. Когда женщина это делает, она делает это в деталях. И когда женщина рассматривает мужчину, она потом может неделями его вспоминать. И я вам это говорю не потому, что я это придумал.
Мне знаете, какое количество девушек пишет: Марк, я там случайно познакомилась с мужчиной на вечеринке, мы пообщались там с ним 15 минут, я его не могу забыть. Вы спросите, у мужчин так бывает? И, бывает, конечно, когда мужчина увидел женщину, она ему очень понравилась, он идет с ней знакомиться. Но так, чтобы вот он ее увидел, а потом год ходил, думал о ней. Да нахер ему что делать, больше нечего, столько энергии тратить, он лучше подрочит пойдет. Откатка к 9 пункту. Скоро выйдет видео о том, как мужчина оценивает женщину. То есть, как он оценивает женщину со своей мужской позиции, своим мужским взглядом. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, комментируйте. И не забывайте следить за обновлениями. И, конечно, не забывайте принимать участие в моем бесплатном онлайн-курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании. Переходите по ней, регистрируйтесь. Всем пока. Стартует серия бесплатных онлайн-вебинаров «Я такая одна, удобная или уникальная». Сегодня первая тема, самая важная и фундаментальная в жизни женщины – личные границы. Отношения с абьюзерами, постоянно притягиваете мужиков, с которыми страдаете, а может быть сами являетесь агрессивной женщиной. Так вот, для того, чтобы поменять свою жизнь, внести в нее новые какие-то осознанные краски, а не жить мечтами о том, что все поменяется и при этом палец о палец не ударить, пора заканчивать. Нужно перейти по ссылке, зарегистрироваться и в 20:00 по московскому времени ждите меня, и я приду. Зарядимся позитивными эмоциями, получим вздрючку, если кому надо. Если кому волшебный пендель, тоже обращайтесь. Если кому слова поддержки, тоже говорите. В общем, стол заказов психологических открыт. Всем привет, 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 привет.